6 марта 1976 год. Обычный субботний вечер в Москве. В аэропорту Внуково пассажиры спешат на посадку. Кто-то возвращается домой в Ереван, кто-то летит в командировку, кто-то просто навестить родных. Никто из них не знает, что через несколько часов их имена появятся в заголовках газет по всему Советскому Союзу, потому что этому рейсу не суждено было завершиться. Что может пойти не так на борту современного пассажирского лайнера? Какая цепочка событий способна превратить рутинный полет в трагедию? И главное, можно ли было этого избежать? Сегодня мы расскажем историю рейса Аэрофлот 909, историю, которая заставит вас по-другому взглянуть на безопасность полетов, историю о том, как человеческий фактор может сломать даже самые надежные системы. Но давайте начнем сначала. Если вы хотите, чтобы подобный контент появлялся чаще, не забудьте поставить лайк нашему видео и подписаться на наш канал. Ил-18– это был один из самых надежных самолетов своего времени. Четырехмоторный турбовинтовой лайнер, который мог перевозить до 100 пассажиров на расстояние до 6500 километров. Советская авиапромышленность гордилась этой машиной. К марту 1976 года Ил-18 уже больше 15 лет летал по всему Союзу. Сотни самолетов этого типа ежедневно выполняли тысячи рейсов. Да, были инциденты, были катастрофы. Авиация вообще не прощает ошибок. Но в целом самолет считался надежным. Рейс 909 должен был вылететь из Москвы в Ереван в 18:45 по московскому времени. Маршрут стандартный, почти 2000 километров на юг, через Центральную Россию, над Черным морем, через Кавказские горы, в столицу Армянской ССР. На борту находилось 111 человек, 101 пассажир и 10 членов экипажа. Среди пассажиров были инженеры, врачи, студенты, военные в отставке, обычные советские люди, летящие по своим делам. Командиром воздушного судна был опытный пилот. За его плечами тысячи часов налета, сотни успешно выполненных рейсов. Второй пилот тоже не новичок. Штурман, бортинженер, радист, полноценный, слаженный экипаж. Казалось бы, что могло пойти не так? А вы когда-нибудь задумывались, сколько решений принимает пилот за один рейс? Сколько параметров он должен контролировать? Сколько систем работают одновременно, чтобы самолет просто летел по прямой? Современный авиалайнер– это невероятно сложная система. И чем сложнее система, тем больше точек отказа. Тем больше мест, где что-то может сломаться. В 18:45 самолет получает разрешение на взлет. 4 турбовинтовых двигателя набирают обороты. Звук нарастает, мощный, уверенный рев, который слышали миллионы пассажиров по всему миру. Самолет разгоняется по взлетной полосе, отрывается от земли, начинает набирать высоту. Все идет штатно. Внизу остается вечерняя Москва с ее огнями. Самолет берет курс на юг. Пассажиры устраиваются поудобнее. Впереди около 3 часов полета. Кто-то читает газету, кто-то дремлет, кто-то просто смотрит в иллюминатор на облака, подсвеченные вечерним солнцем. В кабине экипажа рутинная работа. Пилоты контролируют приборы, проверяют параметры полета, поддерживают связь с диспетчерами на земле. Обычный вечерний рейс, такой же, как сотни других. Самолет продолжает набирать высоту, выходя на эшелон своего полета, около 7-8 тысяч метров. На этой высоте воздух разреженный, но двигателям Ил-18 это не проблема. Они спроектированы именно для такой работы. Проходит первый час полета. Самолет уже далеко от Москвы, движется на юг. Внизу бескрайние просторы Центральной России, постепенно переходящие в степи Северного Кавказа. И вот здесь начинается то, что изменит все. Представьте себе, что вы пилот. Перед вами десятки приборов. Каждый показывает что-то важное. Высоту, скорость, направление, обороты двигателей, температуру, давление, расход топлива. Вы должны постоянно сканировать эту панель, замечать малейшие отклонения, принимать решения. А теперь представьте, что один из приборов начинает показывать что-то странное. Не критичное, не аварийное. Просто странное. Что вы делаете? Паникуете? Нет, конечно. Вы профессионал. Вы анализируете ситуацию. Может быть, это временный сбой. Может быть, неисправен сам прибор, а не система, которую он контролирует. Именно с таким вопросом столкнулся экипаж рейса 909. Один из двигателей, третий, правый внешний, начал показывать необычные параметры. Не критичные, но отличающиеся от нормы. Обороты слегка плавали, температура немного выше обычного. Что это означало? Бортинженер начал проверку. В те годы не было компьютерной диагностики одним нажатием кнопки. Все делалось вручную, по приборам, по опыту, по интуиции. Двигатель продолжал работать, тяга была достаточной, самолет летел нормально, но показатели оставались странными. Вы бы что сделали на их месте? Продолжили полет или развернулись бы назад, в Москву?
Экипаж принял решение продолжать полет. С 3 двигателями Ил-18 мог спокойно лететь до Еревана. Это было заложено в конструкцию, резервирование, запас прочности. Если один двигатель откажет, останется 3. Если откажут 2, останется 2, и самолет все равно сможет дотянуть до аэродрома. Это называется отказоустойчивость. Это один из ключевых принципов авиационной безопасности. Но только если все остальное работает правильно. Прошло еще немного времени. Самолет продолжал лететь на юг. Пассажиры ничего не замечали, в салоне все было спокойно, а в кабине ситуация начала развиваться. Третий двигатель окончательно вышел из строя. Причина — внутренняя неисправность, которая началась еще до взлета, но проявилась только в полете. Именно поэтому предполетная проверка ее не выявила. Командир принял решение полностью заглушить двигатель и продолжить полет на 3 оставшихся. Стандартная процедура, ничего критичного. Ил-18 на 3 двигателях — это все еще безопасный самолет. Но здесь вступает в игру то, что авиационные эксперты называют цепочкой событий. Катастрофы почти никогда не происходят из-за одной причины. Это всегда цепочка. Ряд небольших проблем, которые поодиночке не критичны, но вместе создают идеальный шторм. Отказ третьего двигателя — это была первая ссылка в цепи. Второй стала навигация. Полет в 70-е годы — это не то же самое, что сейчас. Не было GPS, не было спутниковой навигации, не было компьютеров, которые показывают вашу позицию с точностью до метра. Была радионавигация. Штурман ловил сигналы наземных радиомаяков, отмечал их на карте, рассчитывал курс. Это требовало мастерства, опыта, постоянной концентрации. И когда на борту возникает нештатная ситуация, когда часть внимания уходит на решение технических проблем, легко допустить ошибку в навигации. Самолет начал отклоняться от заданного маршрута. Сначала немного, потом больше. Экипаж был занят контролем оставшихся двигателей, проверкой систем, расчетом топлива, а самолет медленно уходил в сторону от запланированной трассы. Когда это заметили, было уже поздно исправить простым маневром. Они оказались не там, где должны были быть. А когда вы не там, где должны быть, и летите в горной местности, это очень, очень плохо. Кавказские горы. Вы представляете масштаб? Пики высотой в 5000 метров, узкие ущелья, непредсказуемые ветры. Место, где ошибка навигации может стоить жизни. Самолет летел на высоте около 7000 метров. Казалось бы, достаточно. Но если вы не точно знаете, где находитесь, если вы отклонились от маршрута, если облачность не позволяет видеть землю, видите, к чему это идет. В кабине нарастало напряжение. Экипаж понимал, они не на курсе. Топливо расходуется быстрее, чем планировалось, потому что полет на 3 двигателях менее эффективен. До Еревана еще далеко, а видимость плохая. Командир принял решение снизиться. Логика понятна. Нужно выйти из облаков, увидеть землю, определить свое местоположение визуально. В 70-е годы это был стандартный маневр при потере точной навигации. Но есть одна проблема. Если вы не знаете точно, где находитесь, снижение в горной местности — это русская рулетка. Самолет начал терять высоту. 7000 метров, 6,5. 6000. Пилоты вглядывались в темноту за окнами, пытаясь увидеть что-то узнаваемое. Огни города, русло реки, что угодно, что помогло бы определить позицию. 5500 метров. 5000. И тут один из пилотов увидел то, чего боится каждый летчик в горах. Склон. Прямо по курсу. Близко. Слишком близко. Что вы чувствуете, когда понимаете, что катастрофа неизбежна? У пилотов есть на это секунда, буквально секунды, чтобы попытаться что-то сделать. Резко набрать высоту, увернуться в сторону. Но на высоте почти 5000 метров, с неполной тягой двигателей, с недостаточной скоростью для резкого маневра. Физика не прощает ошибок. Командир дал полный газ оставшимся двигателям, попытался поднять нос самолета вверх. Но инерция огромной машины, разряженный воздух, потеря одного двигателя — все это работало против него. Самолет продолжал снижаться. Склон приближался. Кто-то из экипажа, возможно, успел подать сигнал бедствия. Возможно, нет. Все происходило слишком быстро. А в салоне? Что чувствовали пассажиры? Некоторые, возможно, заметили, что самолет резко меняет режим полета. Некоторые, возможно, увидели в иллюминаторе близкую землю, но у большинства просто не было времени понять, что происходит. 6 марта 1976 год, около 21 часа по московскому времени. Ил-18 рейса Аэрофлот-909 врезался в горный склон на территории Грузинской ССР, примерно в 120 километрах от Еревана. Все 111 человек на борту погибли мгновенно. Когда связь с самолетом прервалась, начались поисковые работы. Утром были найдены обломки, началось расследование. В Советском Союзе авиакатастрофы расследовались очень тщательно, потому что цена ошибок была очень высока. Что выяснилось? Во-первых, третий двигатель действительно вышел из строя. Во-вторых, навигационная ошибка.
В-третьих, решение о смертельном снижении. По правилам того времени капитан поступил разумно, однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это была ошибка. Он должен был либо остаться на безопасной высоте, либо направиться к ближайшему аэропорту с точно известным местоположением. Однако об этом легко говорить, сидя в кресле, в кокпите, под стрессом, с ограниченной информацией, принимать решения за считанные секунды — это совсем другое дело. Не забудьте поставить лайк нашему видео и подписаться на наш канал. Не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях.